Российские ВВС уже давно активно используют планирующие бомбы в войне с Украиной, наносят сотни высокоточных ударов. Эти боеприпасы, разработанные по форме и подобию американского GDAM-ER, превращают стандартные неуправляемые авиабомбы в грозное оружие с дальностью действия до 40 километров. Благодаря этому носители, истребители Су-30 и Су-34 могут выйти за пределы досягаемости большинства украинских систем ПВО. Однако, возможности украинских комплексов противовоздушной и противоракетной обороны, в частности «Патриот», вынудил Россию внедрить новый вид вооружения – ракетобомбы. Одной из таких новинок стал «Гром-Э1» – гибрид планирующей бомбы и ракеты с реактивным двигателем. Он научился поражать цели на расстоянии до 120 километров, если сбрасывается с большой высоты и на высокой скорости. Это делает российские самолеты практически неуязвимыми даже для передовых систем ПВО. Гром-Э1 представляет собой переработку ракеты Х-38, принятой на вооружение в 2013 году. Боеприпас оснащен инерциальной и спутниковой навигацией, что позволяет поражать легко уязвимые цели с известными координатами. Варианты оснащения включали стандартную осколочно-фугасную боевую часть массой 315 кг, и термобарическую модификацию для высотного подрыва. Презентация ракетобомбы «Гром» состоялась позже, на МАКС-2015, где были представлены две модификации – «Гром-Э1» с двигателем и дальностью до 120 км, а также «Гром-Э2» без двигателя, но с увеличенной массой боевой части и ограничениями по дальности до 65 км. Использование «Гром-Э1» может быть связано с недавним развертыванием украинских истребителей F-16, оснащенных ракетами «Амраам», с дальностью поражения до 65 километров. Эти самолеты представляют собой серьезную угрозу для российских бомбардировщиков, но лишь при условии, что украинские пилоты способны сократить расстояние до своих целей. Российские же пилоты, благодаря дальнобойности «Гром-Э1», имеют возможность сбросить боеприпас и выйти из зоны поражения задолго до ответной атаки. Однако у «Гром-Э1» есть свои ограничения. Максимальная дальность применения возможна только при идеальных условиях, высокой скорости и высоте сброса. В более реалистичных сценариях дальность снижается до 35-65 км. Кроме того, объем производства в России на сегодня минимален. Это штучный продукт, и массовое производство таких сложных систем пока остается под вопросом. И в ВСУ на сегодняшний день нет средств противодействия этим ракетобомбам, кроме эпизодического использования бродящего «Патриот». Как и возможности методических эффективных ударов по месту их производства в городе Королев, Московской области или по самолетам на земле. В то же время Украина не стоит на месте. Она получила французские планирующие бомбы «Хаммер», а также разработала их необычный аналог. Помимо этого, на вооружении ВСУ появилось новое оружие противостояния GSOF, но с недостаточной для безопасного применения дальностью этих боеприпасов в 40 км, что заставляет украинские самолеты заходить в зону поражения российских систем ПВО С-300 и С-400. Таким образом, в воздухе продолжается ожесточенная гонка вооружений. РФ наращивает свое преимущество в дальнобойных планирующих бомбах, а Украина пытается догнать, используя передовые технологии западных союзников, свой научно-технический потенциал и производственные мощности. Благодарим за просмотр. Мы ценим ваше внимание и стараемся предоставлять самую актуальную и интересную информацию. Посетите наш канал, здесь вас ждет масса увлекательных видео на военную тематику, от новейших технологий до исторических обзоров. Если вам понравился этот материал, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А для того, чтобы всегда быть в курсе новых выпусков, нажмите на колокольчик.